Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Пару дней назад Том Уоррен из The Verge рассказал о возможном переносе игры Avowed от Obsidian Entertainment. Xbox не стала тянуть до Gamescom и объявила о переносе Avowed уже сейчас. Выход проекта планировался в начале 2024, но теперь он выйдет 18 февраля 2025. В издательстве решили повременить с релизом, чтобы не толкаться с другими потенциальными блокбастерами в загруженный осенний период. Например, в это время выходит несколько тайтлов, связанных с самой Microsoft, вроде Call of Duty Black Ops 6 и Stalker 2. Кроме того, в тот же промежуток метит и Dragon Age The Veilguard. Состязаться с ней за внимание любителей RPG для Avowed было бы крайне тяжело. Avowed станет частью программы Microsoft на Gamescom 2024. Демоверсии не будет, но девелоперы организуют эксклюзивную презентацию для посетителей выставки. Подобные показы также проведут для Indiana Jones and the Great Circle и дополнения Starfield Shattered Space. Avowed готовится для ПК и Xbox Series, включая Game Pass. Перечень локализаций раскроют позже. После того, как отгремели большие летние конференции и до начала выставки Gamescom 2024, THQ Nordic нашла идеальное время, чтобы представить свои проекты. В паузу между инфоповодами воткнулись Wreckfest 2, ремейк первой Готики, Titan Quest 2 и многое другое, что сейчас покажу. Анонсировали платформер в стиле мрачных жестоких сказок The Eternal Life of Goldman. Тут спасением мира будет заниматься отнюдь не герой. Выйдет на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series. Трейлер Space for Sale напоминает, что в ранний доступ на днях вышел симулятор строителя планетарных баз на неизведанных планетах. Выполнять заказы клиентов, собирать ресурсы и приручать местную фауну можно в кооперативе с другом. Анонсировано в Wreckfest 2. Это сиквел знаменитой гоночной игры, где бибики смачно мнутся и пачкаются. Обещают продвинутую физику повреждений, поддержку модов из мастерской, новые режимы и не только. Машину можно будет тонко настроить, а затем поделиться своей ласточкой с другими гонщиками в сети. Платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. THQ представила обзорный трейлер Titan Quest 2, экшен-РПГ по мотивам греческой мифологии. Показали много геймплея и разные классы, но дату релиза так и не озвучили. На Gamescom 2024 посетители смогут пощупать Titan Quest 2 своими руками. Новый длинный трейлер ремейка первой Готики дает вводные данные о сюжете для тех, кто пропустил оригинал, и раскрывает некоторые подробности о ремейке. Крафт усложнят, прогрессию персонажа улучшат, симуляцию жизни детализируют. Пока даты релиза нет. Показали DLC для симулятора охотника Way of the Hunter. В дополнении Lintukoto Reserve игроки смогут отправиться в, собственно, Lintukoto. Это заповедник в сердце Скандинавии. Среди местной дичи можно найти бурого медведя, косулю и даже росомаху. Без Дэдпула... простите. Тизернули следующую игру от авторов дилогии Little Nightmares. Но именно тизернули, подробностей нет. Не раскрыли даже название тайтла. Полноценный анонс состоится 20 августа. Показали геймплей переиздания Disney Epic Mickey. Если кто забыл, то игра существует и выйдет уже 24 сентября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Вишенкой на торте стал короткий трейлер новой Darksiders. Вероятнее всего, нас ждет продолжение, но пока нет точной информации. В завершении THQ Nordic гордо заявила, что у компании в разработке 23 игры на сегодня, и 13 из них еще не анонсированы. Перечень не включает проекты дочки, Handy Games. Компания, к слову, представила несколько игр в рамках пришоу. Ссылка на это пришоу есть в заметке на сайте. Грустная новость, которая касается наших коллег по цеху. Game Informer — старейшее игровое издание США. До недавнего времени команда издания выпускала полноценный ежемесячный журнал, но новых выпусков на полках больше не появится. Сотрудников Game Informer внезапно уволили. Официальный анонс о закрытии появился в соцсетях Game Informer, но самые любопытные сведения сообщает Kotaku. Вот некоторые детали о закрытии издания. Работников издания собрали на совещание в день публикации новости, и там же объявили, что они все уволены. Как минимум один сотрудник узнал об увольнении вообще прямо в середине рабочей поездки. Увольнительные пособия, конечно, пообещали, но в любом случае сотрудники узнали о судьбе журнала практически так же внезапно, как и читатели. Даже заключительное слово, опубликованное в соцсетях издания, писали не сотрудники издания. Кроме печатной версии, эти же работники занимались веб-сайтом, еженедельным подкастом и документальными видео. По всей видимости, все эти направления тоже закрываются. Game Informer начал выходить
открыть в 1991 году и является старейшим игровым журналом США. Он сохранял актуальность благодаря эксклюзивным материалам, например, о Dragon Age The Veilguard или Star Wars Outlaws. У каждого номера была центральная тема игра, которая красовалась на обложке. А вот так выглядел самый первый выпуск. В 2000 году Game Informer выкупила торговая сеть GameStop, продававшая видеоигры и связанные с ними товары. В последние годы, когда бизнес GameStop ушел в крутое пике, в Game Informer стали регулярно проводить сокращения, а теперь компания и вовсе закрыла все издание целиком. В конце июля Bungie объявила о крупном сокращении. Вторая новость про сокращение подряд. Компания увольняет 220 человек, а еще 155 переходит в Sony, владелицу студии. Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер, как обычно, спешит поделиться инсайдами о внутрянке Bungie. Все подробности можете изучить по ссылке в описании, но основные моменты я сейчас озвучу. По сведениям журнала, среди уволенных оказались несколько руководителей ветеранов, которые трудились в Bungie не один десяток лет. А в целом сокращение болезненно ударило по командам, ответственным за нарратив, звук и поддержку игроков. Шрайер поговорил с 10 бывшими и нынешними работниками Bungie. Многие осудили генерального директора Пита Парсонса. Он избежал наказания за провальные решения и беспочвенный оптимизм. В частности, Парсонс и другие боссы уповали на магию Bungie. Про магию цитата. Судя по всему, руководители предполагали, что со временем ситуация наладится, какой бы скверной она ни была. А она была скверной. В 2023 году на одном из совещаний Парсонс сообщил, что Bungie не выполнила план по выручке на 45%. Тогда студия отложила релиз экстракшн-шутера Марафон и аддона Destiny 2 The Final Shape, а также сократила около 100 специалистов. Bungie возлагала большие надежды на неанонсированный экшен от третьего лица Payback. В нем игроки исследовали бы обширный мир во вселенной Destiny и объединялись бы, чтобы побеждать монстров и разгадывать головоломки. Среди источников вдохновения упоминалось Warframe и Genshin Impact. Хотя в некоторых сплетнях Payback называли триквелом Destiny, Шрайер пишет, что проект позиционировался как спин-офф. 2 месяца назад Bungie отменила проект и перебросила основную часть коллектива на создание Марафон. Что касается Destiny 2, то некоторые источники Шрайера верят, что с игрой все будет хорошо. Студия хочет удержать фанатов и привлечь новичков бесплатными апдейтами. В качестве примера разработчики привели апрельское обновление Into the Light, предложившее свежий режим. Планируется и новый сюжет с мирами и героями, которые еще не были раскрыты во вселенной Destiny. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер объявил о сокращении 15% штата компании. Жесть. Третья новость про сокращение. По оценкам экспертов, работу потеряют от 15 до 19 тысяч специалистов. Руководство производителя чипов решило пойти на такой шаг, чтобы сократить затраты на $10 миллиардов к 2025 году. Кроме увольнений, менеджеры также пересмотрят текущие проекты, урежут маркетинг и другие расходы. Пока рано говорить, что синие идут ко дну, но убытки компании по итогам второго квартала составили больше $1,5 миллиарда, хотя за предыдущий квартал потеряли всего 437 миллионов. В Intel признали, что не успевают угнаться за конкурентами из AMD и Nvidia в плане применения генеративного искусственного интеллекта, но компания продолжит развиваться в этой области. Также техногигант продолжает наращивать производственные мощности для создания чипов. Выручка компании, то есть плюс грязными, составил почти $12 миллиардов, что всего лишь на 1% меньше показателей прошлого года за аналогичный период. Intel продолжает стабильно зарабатывать на продаже комплектующих для ПК и серверов. Да уж, ну и наувольняли. Тут я не придумал подводку, но приглашаю вас почитать обзор Marvel Rivals от Алексея Лихачева на нашем сайте. Игра-то, кажется, съедобная. Хорошего вам понедельника. Пока!